Привет, дорогие друзья! Давно не виделись. Сегодня у нас выход в море. Поговорим про авианосцы и про палубный истребитель Су-33. Модель у нас будет от фирмы «Звезда» со множеством классных дополнений от Temp Models и традиционно в цветах от АКАМ. Будет интересно. Исторически сложилось так, что СССР немножко отставал от США в сроках создания истребителей разных поколений. Но если брать палубные самолеты горизонтального взлета, то это разница долгие десятилетия. Давайте разбираться почему, и начнем мы с кораблей. Вряд ли к авианосцам стоит относить корабли 19 века для запуска аэростатов или плавучие ангары начала 20 века для гидросамолетов. Они все-таки работали с воды. Но еще в ноябре 1910 года американец Юджин Элли взлетел на своем биплане Кертис с временной деревянной надстройки бронепалубного крейсера Бирмингем. А через пару месяцев он же успешно сел на похожую конструкцию броненосца Пенсильвания. Уже после Первой мировой войны довольно быстро сформировался облик классических авианосцев с просторной палубой, минималистичной надстройкой, сдвинутой в бок, катапультным взлетом и посадкой на аэрофинишер. Во Второй мировой войне принимали участие уже более 200 авианосцев абсолютно всех мастей, и львиная доля из них американские. Просто представьте, какой объем опыта и наработок по авианосной тематике получили с тех пор США, и это в боевых условиях. После 1945 года количество авианосцев сократилось, но техническое совершенство стремительно росло. Например, более производительные паровые катапульты полностью вытеснили гидравлические, которые к тому же были пожароопасны. Только одна из аварий такой катапульты американского авианосца Беннингтон в 1954 году унесла жизни свыше сотни и покалечила еще больше 200 моряков. Как бы то ни было, американские авианосцы быстро стали полноценным и эффективным оружием, которое применялось во всех крупных конфликтах с участием США. Почему же у нас не получилось, не сложилось? Не то что с катапультами, а с авианосцами вообще. В СССР колеса самолета впервые коснулись палубы только в 1972 году, когда Як-38 сел на противолодочный крейсер «Москва». Не путайте с печально известным ракетным крейсером. От корабля для этого, в принципе, ничего не требовалось, потому что вертикальный Як мог садиться вообще куда угодно. Кстати, и Москва, и его близнец Ленинград с мощным вооружением и противолодочными К-25 на борту могли весьма эффективно бороться с американскими подлодками в Средиземном море, когда это был, по сути, единственный район пуска ракет с подлодок по территории СССР. В 70-х годах появились корабли проекта 1143 «Кречет», рассчитанные на применение самолетов вертикального взлета и вертолетов. Авианесущие крейсеры «Киев», «Минск», «Новороссийск» и «Баку» не имели катапульт и аэрофинишеров, и все же это были первые в СССР специализированные авианесущие корабли с просторной полетной палубой во всю длину и сдвинутой в бок надстройкой. Но называть их авианосцами неправильно. Ведь авианосец — это плавучая авиабаза, и его оружие — это авиагруппа. Да, у него есть ПВО для самообороны, но это, по сути, оружие последней надежды и сугубо в дополнение к палубным истребителям-перехватчикам. Именно поэтому авианосец — единица не самостоятельная. Это хоть и самый большой, но всего лишь элемент авианосной ударной группы, в которую входит несколько крейсеров, фрегатов, эсминцев, а иногда и подводных лодок, ну плюс корабли обеспечения. Другое дело авианесущий крейсер, который, да, несет авиацию, но это прежде всего крейсер, способный действовать самостоятельно, вне основной группировки флота. Кстати, первые такие корабли могли появиться у нас еще на заре СССР, если бы были реализованы проекты переоборудования крейсера «Измаил» и линкора «Полтава», он же Михаил Фрунзе, оба еще царской постройки, но вернулись к теме только в 70-х. Параллельно со строительством 4 крейсеров проекта «Кречет» с СВВП на борту разрабатывался и проект классического чистого авианосца 1160 «Орел» с атомной силовой установкой, катапультами и целым парком истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков и даже специального многоцелевого самолета, разработанного КБ Бериева, который назывался П-42. Не путайте с рекордным вариантом Су-27. Корабль водоизмещением 80 тысяч тонн, это на секундочку в 2 раза больше, чем у Киева или Минска, был очень дорогим и сложным технически. Но причины, по которым его закрыли, были совсем не в этом. А главной причиной была убежденность высшего руководства страны в том, что авианосцы, будучи действительно одним из самых дорогих видов вооружений, это пережиток прошлого.
что их время уходит, а будущее за атомным подводным флотом и баллистическими ракетами. Еще в 40-х годах негативное отношение к авианосцам было и у Сталина, и у Хрущева, за что и поплатился, слава богу, не жизнью, а карьерой, главный идеолог развития авианосцев послевоенного СССР, адмирал флота Советского Союза Николай Герасимович Кузнецов. Он понимал, что рост боевого потенциала авианосцев будет таким же стремительным, как и развитие истребительной и противолодочной авиации. Но от Кузнецова и других сторонников авианосцев отмахивались как от назойливых мух. А для пущей пропаганды принято было называть авианосцы оружием империализма или удобными мишенями для ракет. По мере роста потенциала авианосного флота США такое неприятие постепенно уходило. Но сильнее всего оно укоренилось, конечно, в самых высоких кругах. Именно поэтому проекты авианосцев в инициативном порядке разрабатывались, но шансов воплотиться практически не имели. Например, в 1973 году, когда был закрыт проект «Орел», генсеком был уже Брежнев, но Кузнецов в этот период был в очередной опале, а главным противником проекта был ни много ни мало один из основоположников советского ВПК и будущий министр обороны маршал Устинов, который всячески развивал флот, но твердо верил, что СССР вот-вот опередит США по тематике СВВП, поэтому развивать надо авианесущие крейсеры с вертикальными яками на борту, а не пытаться догнать Америку с классической концепцией. Через 3 года Невское проектно-конструкторское бюро, оно же НПКБ, которое разрабатывало все авианесущие корабли СССР, попыталось тему реанимировать и подготовило менее грандиозный проект 1153. Но и эта идея поддержки не нашла. Военное руководство по-прежнему делало ставку на СВВП. В отличие от крайне скромного по характеристикам Як-38, проект сверхзвукового Як-41, позже Як-141, выглядел многообещающим. ОКБ Сухого и Микояна, в отличие от Яковлева, предлагали машины горизонтального взлета и посадки, и их знаменитые истребители 4-го поколения попали на палубу разными путями. Суховцы прорабатывали корабельный вариант Су-27 еще в 1973 году, за 4 года до первого полета первоначального Т-10. Палубная версия уже тогда называлась Су-27К и носила индекс Т-12. С легкой руки военных в проекте авианосца значилась палубная версия бомбардировщика Су-24, но, по мнению самих суховцев, почти 40-тонной махине палуба была противопоказана, и взамен они предложили целое семейство на базе Т-12. Истребитель-перехватчик, истребитель-бомбардировщик и даже совсем экзотический самолет ДРЛО. Интересно, сохранился ли его эскиз. КБ Микояна для атомных авианосцев предлагала чистый истребитель, причем 3-го поколения, проекты МиГ-23А, а позже МиГ-23К, с новым двигателем, крылом увеличенной площади и системой дозаправки в воздухе. О МиГ-29К заговорили только в 1978 году, когда опытный МиГ-29 уже летал. Поначалу предполагалось, что это будет чистый истребитель с минимальными переделками по сравнению с сухопутной версией. И корабль на повестке дня был уже другой. Не атомный «Орел», а очередной крейсер проекта 1143. Но значительно модернизирован. Тот самый, который на ранних стадиях проекта назывался Советский Союз, заложен был под именем Рига, спущен на воду как Леонид Брежнев, испытания проходил как в Тбилиси, а сегодня гордо несет имя адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Его история прекрасно показывает, насколько сложно реализовывать проект, когда цель постоянно меняется. Вариантов общей компоновки «пятерки», как звали разработчики корабль 1143.5, поначалу было как раз 5, включая один с атомной энергоустановкой. Для дальнейшей проработки был выбран самый небольшой по водоизмещению вариант с котлотурбинной установкой, по размеру примерно как 4-й корабль «Баку». Предполагалась одна катапульта и смешанная авиагруппа из горизонтальных Су-27К и МиГ-29К и вертикального Як-41. Всего максимум 28 самолетов плюс 14 камовских вертолетов, противолодочных, поисково-спасательных и ДРЛО. Изучалась и возможность наличия на борту самолетов ДРЛО Ан-71. Главной ударной силой должно было по-прежнему быть мощное собственное вооружение крейсера, а от истребителей требовались только функции противовоздушной обороны крейсера и его группы. Потом были новые вводные по оборудованию, по вооружению. Попытка увеличить состав авиагруппы до 52 машин, а водоизмещение до 65 тысяч тонн. Корабль по ходу проектирования все время менялся, и это очень затягивало сроки.
Точку в выборе концепции в 1980 году поставил министр обороны СССР маршал Устинов, который потребовал уменьшить водоизмещение до 55 тысяч тонн и отказаться от катапульты. При всех ее преимуществах доведенного до ума образца катапульты в СССР к тому моменту просто не было, и рассчитывать на его скорое появление было рисково. Но позже Устинов все-таки разрешил чуть-чуть увеличить водоизмещение до 65 тысяч тонн. Основным самолетом авиагруппы вновь должен был стать СВВП Як-41. Несмотря на все большее опоздание этой машины, Устинов очень верил в нее. Кстати, полетел Як-41 только еще через 6 лет, в 1987 году, уже после смерти Устинова. А тогда и Устинова, и других сторонников СВВП очень обнадеживали результаты испытаний Як-38 с коротким разбегом. Это казалось избавлением от хронически малой боевой нагрузки советских вертикалок. И именно для максимальной эффективности укороченного взлета нового Яка в состав нового корабля и был включен трамплин. О вертикалках мы еще поговорим отдельно, когда попытаемся сотворить что-нибудь путное из единственной существующей в 1972 масштабе модели Як-141. МиГ-29К и Су-27К попали на борт нового корабля под обязательство обоих КБ обеспечить их взлет с трамплина, без катапульты, только за счет высокой тяговооруженности. Кстати, авиаконструкторы были только за. Говорят, что генеральный конструктор Сухого и отец всего семейства Су-27 Михаил Петрович Симонов, увидев прототип катапульты, наотрез отказался от переделки под нее Су-27К. Работа закипела и у корабелов, и у авиаторов. Надо было не только создать новый корабль со сложнейшими системами взаимодействия, но и, как говорят, оморячить новейшие Су-27 и МиГ-29. Очень сложные машины, которые только вставали на крыло. Интересно, что для финального проекта нового крейсера МиГ-29К предлагался уже не слегка адаптированным сухопутным истребителем, а многоцелевым самолетом, созданным на базе перспективного МиГ-29М. Это сулило значительно лучшие характеристики, но ценой затягивания сроков. Такая связка МиГ-29К и Су-27К того времени очень напоминала американскую, где более крупный F-14 — это чистый истребитель-перехватчик ПВО, а более легкий и массовый FA-18 — это многоцелевой истребитель. Надеюсь, что кто-нибудь из производителей моделей выпустит модель современного МиГ-29К, который на самом деле имеет мало общего с МиГ-29К из 80-х, и это достойно отдельного рассказа. А пока что сосредоточимся на Су-27К. Итак, коллектив ОКБ Сухого приступил к оморячиванию Су-27. Задачи палубной версии предстояло решать те же, то есть как боевой комплекс самолет надо было просто сохранить. Вооружение и прицельные системы, включая РЛС, можно было и не трогать. А вот как летательный аппарат самолет предстояло серьезно переделать. Первая необходимость — складное крыло. Самолет крупный, а места для хранения в ангарах под палубой мало. Но основные переделки были вызваны корабельными требованиями ко взлетно-посадочным характеристикам. Говорят, что посадка на палубу — это управляемое падение. Полоса постоянно ходит ходуном по всем направлениям, а длина посадочного участка просто крошечная, меньше 100 метров. Поэтому единственный способ — это посадка без выравнивания, с жестким касанием и одновременным зацеплением тормозным гаком за трос аэрофинишера. Перегрузка при посадке на палубу иногда доходит до 5 единиц. Для сравнения, на суше даже посадка с перегрузкой 1,5 единицы уже считается грубой. Соответственно, кардинальному усилению подверглись шасси. Это касается и размеров, и материалов всех элементов. Стоек, колес, замков, шин и так далее. Сильнее всего изменилась носовая стойка, которая стала двухколесной. Непременный атрибут палубного самолета — посадочный гак, который закрепили к самому жесткому месту центроплана. Зато появилась возможность чуть-чуть сэкономить вес, укоротив хвостовую балку за счет отказа от тормозного парашюта. Для успешной посадки крайне важна малая посадочная скорость. Исходный Су-27 обладает отличной управляемостью на малых скоростях и больших углах атаки, а его посадочная скорость 230-240 км в час, обычная, кстати, для истребителей 4-го поколения, вполне соответствовала корабельным требованиям. Но Су-27К получался значительно тяжелее Су-27, а большая посадочная скорость была недопустима. Плюс к этому, поскольку катапульты, способные разогнать что угодно до нужной скорости, не было, к новой машине предъявлялись крайне жесткие требования по взлетным характеристикам.
Существенно увеличить тягу совсем еще свежих двигателей АЛ-31F было нереально, поэтому ограничились введением особого режима. Это дало дополнительные 600 килограммов тяги, что пригождалось для взлета с нагрузкой с первой и второй стартовой позиции, там всего-то 90 метров. Но, естественно, все это давалось не бесплатно. Еще быстрее съедается и запас топлива, и ресурс. Для значительного улучшения устойчивости и управляемости на взлетно-посадочных скоростях пришлось применить переднее горизонтальное оперение. Мера эта вынужденная, потому что побочным эффектом ее является еще большее увеличение массы, рост сопротивления и радиолокационной заметности. Правда, о заметности тогда еще не очень сильно думали. Зато эта мера дала прирост подъемной силы на треть на больших углах атаки, что особенно важно как раз на взлете. А для посадки угол атаки нужен минимальный, хотя бы просто для нормального обзора из кабины. Поэтому полностью поменяли механизацию крыла. Если у Су-27 функции закрылков и элеронов изящно выполняет один орган управления, флаперон, он же зависающий элерон, то у палубника отдельно развитые двухсекционные щелевые закрылки и отдельно флапероны меньшей площади и дальше по размаху, чем у базовой машины. Площадь крыла и отклоняемых носков тоже немного увеличилась. Существенно разрослась гидросистема, в которой появились контуры управления ПГО, ГАКом, складывание крыла и стабилизатора и более мощной механизации. И если у Су-27 электродистанционная система управления применялась только в канале тангажа, то у Су-27К по всем каналам, впервые в СССР для серийных истребителей. Итого, несмотря на подросшую на 2,5 тонны массу и уехавшую вперед центровку, самолет остался статически неустойчивым, сохранив высокую маневренность и значительно улучшив взлетно-посадочные качества. Вот эти знаменитые кадры ошибок на взлете и посадке как раз красноречиво говорят о том, какой запас устойчивости и управляемости у этого самолета на предельно малых скоростях. Для точной подгонки характеристик самолетов к системам корабля и наоборот, в 1983 году были развернуты масштабные экспериментальные работы на комплексе НИТКО в Крыму. Видоизмененная аббревиатура наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса стала именем собственным. Это грандиозное подземное сооружение, которое часто называют авианосцем, врытым в землю. Здесь изучали разные образующие профиля для трамплина. Простая дуга в итоге уступила месту кривой третьего порядка с почти в 2 раза большим углом схода 14,3 градуса против 8,5. Минимальная скорость взлета, полученная на испытаниях, всего 140 км в час. Это ровно в 2 раза меньше, чем у Су-27 с обычной полосы. Кстати, у Су-27К выросла не только масса самого самолета, но и полезная нагрузка. Появились дополнительные 2 точки подвески под крылом. При этом с полной нагрузкой самолет может взлетать только с третьей дальней стартовой позиции. И это существенное ограничение, потому что западные авианосцы могут катапультировать самолеты с любой загрузкой в 2-3 раза чаще. К работам на нитке привлекались разные варианты Су-27 и использовали даже дореформенные Т-10. Например, именно такой Т-10-3, то есть всего лишь третий летный экземпляр старой машины, был в августе 1982 года использован для первого взлета с трамплина под управлением Николая Садовникова, ведущего летчика ОКБ Сухого по корабельной теме. А уже после выработки ресурса этот же самолет использовали для испытаний зацепления тормозного гака. Машина просто каталась по аэродрому и наезжала на трос. Т-10-25, это уже серийный Су-27, оснастили тормозным гаком и системой дозаправки в воздухе. В августе 1984-го Садовников впервые сел на этой машине с зацеплением за трос. И уже в ноябре этого года ему пришлось катапультироваться из этого же самолета в перевернутом причем положении на высоте всего 1000 метров, отказ гидравлики. ПГО появилось только в 1985-м на переделанном серийном Т-10-24, а на первом опытном Т-10К-1, это борт 37, который в августе 1987 года поднял в воздух Виктор Пугачев, крыло и оперение стояло еще от обычного Су-27. Дело в том, что изначально по проекту линия складывания крыла проходила по габаритам стабилизатора, он предполагался цельным. Но в последний момент суховцы решили посоперничать с микояновцами за место на палубе, и со складным стабилизатором и новой осью складывания Су-27К в итоге оказался в походном положении даже уже, чем МиГ-29К, причем на целых 40 сантиметров. И только Т-10К-2 с бортовым номером 39, взлетевший под управлением Садовникова в декабре того же года, мог считаться уже полноценным предсерийным Су-27К.
В августе 1988 года до этой же кондиции довели и борт-37, но уже в сентябре машина разбилась. Вновь отказ гидравлики и вновь садовников. Летчику опять удалось катапультироваться, но, к сожалению, на этот раз он получил тяжелую травму позвоночника, от последствий которой через 6 лет скончался. Несмотря на неудачи, темп испытаний и самолетов, и корабельных систем был очень высоким. Казалось, вот-вот у нас появится мощная палубная авиация. Уже строился 6-й корабль проекта 1143 в точно такой же конфигурации, как и нынешний адмирал Кузнецов. А сразу после его спуска на воду в ноябре 1988 в Николаеве заложили 7-й корабль увеличенных размеров с атомной энергоустановкой и опять с катапультами. На сей раз для перспективного самолета ДРЛО и РЭП Як-44, такой советский Е-2С «Хоккай». В конце октября 1989 года крейсер «Тбилиси» впервые отошел от достроечной стенки завода в Николаеве и направился к Севастополю. А уже 1 ноября, после нескольких пристрелочных проходов и касаний, Виктор Пугачев произвел на 2-м прототипе Су-27К с уже затертым от износа номером 39 долгожданную первую посадку на палубу. Зацепление за 2-й трос, все параметры выдержаны идеально. Спустя 1,5 часа есть первая посадка МиГ-29К под управлением Токтара Аубакирова. Через несколько часов МиГ совершил первый взлет с палубы. И тут же еще одна посадка. Игорь Вотинцев и Александр Крутов на Су-25 УТГ, максимально облегченной палубной версии штурмовика. На следующее утро взлет Су-25 УТГ, а затем и взлет Су-27К. За 2 дня на новом корабле 3 посадки и 3 взлета на 3 новых типах. Это была победа. Обязательно посмотрите фильм «Рождение авиационно-корабельного комплекса», который я выложил в группе ВКонтакте. Просто прочувствуйте эту атмосферу триумфа тысяч инженеров, конструкторов, техников, летчиков, моряков. Фильм вышел в 1990 году. За этот год в Комсомольске-на-Амуре успели выпустить 5 предсерийных Су-27К, за машиной закрепилось новое название Су-33, а крейсер «Тбилиси» был официально включен в состав военно-морского флота и получил окончательное имя адмирал флота Советского Союза Кузнецов. Шел заключительный этап испытаний, велась полномасштабная подготовка строевых летчиков. Но развал Советского Союза стал, конечно, катастрофой для палубной авиации и трагедией для всех, кто был с ней связан. Завод в Николаеве и Нитка достались Украине, близнец адмирала Кузнецова, крейсер «Варяг», готовый на 70%, законсервирован, атомный «Ульяновск», готовый на 20%, режут тут же на металл, закупки МиГ-29 остановлены, темы МиГ-29К и МиГ-29М, как и многие-многие другие, заморожены, эксплуатация Як-38 остановлена, все 4 его корабля-носителя отправлены в отстой. Производство и испытания Су-33 идут через пень-колоду в условиях полного безденежья и нарушения всех отлаженных десятилетиями процессов. Россия была в шаге от полной потери палубной авиации. Но адмирал Кузнецов чудом избежал присвоения Украиной и тайно ушел из Севастополя в Североморск. Туда же перевелись 18 летчиков и больше сотни техников, костяк 100-го корабельного авиаполка с аэродрома Саки. И главная заслуга здесь, конечно, командира полка Тимура Автандиловича Апакидзе. Обязательно посмотрите фильм об этом выдающемся летчике, офицере и настоящем патриоте, он тоже есть в нашей группе ВКонтакте. Все корабли проекта 1143 были в итоге проданы за границу. 3 из них по цене металлолома. Киев и Минск стали экспонатами тематических парков в Китае, а Новороссийск разобрали в Южной Корее. 4-му Баку повезло больше. Сменив в 90-м году название на «Адмирал Горшков», он таки стал классическим авианосцем. Правда, уже военно-морских сил Индии под именем Викрамадитья. Переговоры о продаже начались еще в 1994 году, потом была долгая и местами скандальная модернизация в Северодвинске со снятием всего вооружения и оснащением новым комплексом ПВО и комплектованием новыми МиГ-29К. Индии в итоге корабль был передан только в 2013 году. А годом ранее свой авианосец появился у Китая. Недостроенный «Варяг» был продан по бросовой цене Украиной и уже на китайской верфи прошел модернизацию. Новое имя получил он Ляонин и новые самолеты J-15. Ну, как новые. Конечно же, базовый самолет — это почти полный клон Су-33, который отличается от него не больше, чем полулегальный J-11 от Су-27.
На счастье китайских конструкторов в 2004 году Украина продала в Поднебесную 7-й предсерийный Су-27К, который остался в Крыму в нелетном состоянии, но зачем-то получил опознавательные знаки ВВС Украины. С другой стороны, даже базовый J-15 это уже не Су-33 по авионике и системам вооружения. И еще дальше от Су-33 ушли новые варианты J-15, в том числе двухместный тренировочный J-15S и самолет радиоэлектронной борьбы J-15D, аналог EA-18G Growler на базе F-18. Всего выпущено уже под сотню самолетов J-15, и часть из них, по некоторым данным, оснащена даже радаром с активной фазированной решеткой. Сегодня J-15 используется на двух авианосцах, потому что в дополнение к Варягу Леонину в 2019 году был введен в строй однотипный Шаньдунь, который был построен уже полностью в Китае. А третий китайский авианосец под рабочим названием ТИП-003, спущенный на воду в 2022 году, это уже атомный авианосец с водоизмещением более 80 тысяч тонн, без трамплина и с новейшими электромагнитными катапультами, которые сегодня есть только у США. Почему-то не сомневаюсь, что у Китая получится довести это до конца. И базироваться на этом корабле будут в том числе новые версии J-15. В сети уже гуляют фото с измененной носовой стойкой шасси. Рассказ про Су-33 был бы неполным без упоминания еще о двух машинах. Первый — это, как ни странно, С-37 «Беркут» с крылом обратной стреловидности. В техническом предложении 1982 года по корабельному истребителю пятого поколения фигурировала именно такая компоновка. Вот почему на макетах многих советских авианосцев часто стоят модельки с характерными очертаниями. Только 4 года спустя машину решили сделать универсальной, а потом уже сухопутной, ну а потом проект закрыли, и от него остался только демонстратор С-37, который на МАКС 2001 получил оптимистическое название Су-47. А вторая машина — это показанный на том же салоне двухместный Су-27КУБ, который иногда тоже оптимистично называют Су-33УБ. Кабина а-ля Су-34, только с круглым обтекателем РЛС, была пристыкована к четвертому опытному Су-27К, но от него осталось совсем немного. Площадь крыла выросла аж на 8 квадратных метров, все поверхности новые, включая ПГО и стабилизатор, который снова стал нескладным, а оси складывания плоскостей крыла опять вынесены наружу, как в первоначальном варианте компоновки Су-27К. В апреле 1999 года Виктор Пугачев и Сергей Мельников подняли Су-27КУБ в воздух, но уже в июне едва не случилась катастрофа, когда на высокой скорости от сильнейшего флаттера у самолета начала разрушаться кабина. Оторвало консоль ПГО, одну створку фонаря, все эти обломки попали в двигатель, был титановый пожар, все это снесло часть носка крыла, стабилизатора, киля. А катапультироваться было нельзя, потому что кресло штурмана Романа Кондратьева было развернуто. Слава богу, Виктор Пугачев блестяще посадил самолет. Просчеты оперативно устранили, и испытания продолжились успешно. Аэродинамика нового планера позволяла создать настоящий многофункциональный палубный комплекс. Но не вышло. Самолет был дороже, чем многофункциональный МиГ-29К в новом облике, который все равно уже разрабатывался по заказу и, главное, за счет Индии. То есть для ВМФ России такие самолеты нужно было бы просто произвести. В 2003 году с новым радаром и новыми двигателями Су-ВТ Су-27КУБ был предложен Китаю, но там сделали ставку на развитие собственного J-15 с минимальной переделкой планера. И тема Су-27КУБ была закрыта. Получается, что Су-33 стал и массовым, и многофункциональным, и даже катапультным, только в Китае. Вот если бы СССР не развалился, с другой стороны, учитывая время, в которое самолет появился, ему еще очень повезло вообще стать серийным. 24 строевые машины были выпущены в 1993 и 1994 годах. Вспомните, что творилось в это время в стране. Да, было огромное количество трудностей и больших перерывов в полетах, но тем не менее, крейсер все же нес службу, участвовал в учениях, ходил в дальние походы и даже поучаствовал в боевых действиях в Сирии. К этому моменту Су-33 прошли ремонт и пусть скромную, но все же модернизацию. Главное — это обновленные двигатели АЛ-31ФМ1 с увеличенной на 6% тягой. Немножко изменилось оборудование, появилась система спутниковой навигации и обновленная станция предупреждения об облучении Л-150 «Пастель». А на 8 машин были установлены прицельные комплексы СВП-24 «Гефест» для работы по наземным целям неуправляемым оружием. Все эти машины как раз применяли в Сирии. Вот и вся модернизация. Оборудование кабины и радиолокатор, увы, остались прежними. Да, на фоне американских атомных громадин с сотнями навороченных самолетов наш коптящий изношенной силовой установкой Кузя
с десятком Су-33, вооруженных устаревшими ракетами Р-27 и чугунием, как ласково называют неуправляемые бомбы, вряд ли кого-то напугал. Скорее, многих насмешил. Но сам факт этого похода означает, что палубная авиация не просто существует, но и способна действовать, да, в меру своих скромных возможностей. Помимо Су-33 на борту было 5 новых многофункциональных МиГ-29К. Да, за время похода было потеряно 2 самолета. Один Су-33 после обрыва троса скатился с палубы на малой скорости, а один МиГ-29К выработал все топливо в зоне ожидания, потому что севший перед ним такой же МиГ порвал трос и повредил аэрофинишер. Оба летчика, слава богу, успешно катапультировались. И главное, что был получен боевой опыт, который можно и нужно использовать для модернизации корабля и самолета. А значит, не зря был сохранен корабль, самолеты, летчики, технический персонал. Жаль, что герой России Тимур Апатидзе не увидел боевой работы своих самолетов и своего корабля. Он погиб в катастрофе своего любимого Су-33 в 2001 году. Это был период очередной неразберихи, сокращений, реструктуризации, и Апатидзе, как всегда, взвалил на себя все организационные вопросы, продолжая при этом летать. По выводам комиссии, причиной катастрофы явилась потеря контроля над машиной из-за психофизической перегрузки в условиях демонстрационного полета. Возможно, летчик в стрессе перепутал кран выпуска шасси с краном открытия створки фонаря, который расположен рядом, и, заметив это, пытался вернуть кран на место, потеряв драгоценное время для вывода двигателей на форсаж. Такие случаи уже были, причем неоднократно, например, с героем России, заслуженным летчиком-испытателем Александром Горнаевым, который и выдвинул эту версию. Конечно, потеря Апатидзе стала тяжелейшим ударом для палубной авиации, но ее жизнь продолжается, уже без главного ее защитника, но по-прежнему благодаря ему. После сирийского похода адмирал Кузнецов проходит очередной ремонт и модернизацию, и работы ведутся, несмотря на все трудности. Надеюсь, крейсер выйдет в море уже в следующем году. Грустный получается финал, но, с другой стороны, вся история Су-33 и адмирала Кузнецова до сих пор дает надежду, что это как раз не финал. Именно действующая связка самолета и корабля позволила сохранить в палубной авиации главное – людей, которые способны создавать, испытывать и эксплуатировать такую уникальную технику. И которые способны не просто взлетать с трамплина и садиться без выравнивания, но и выполнять боевые задачи. Хочется верить, что период выживания наконец сменится периодом развития. Наш борт 80 — это обычный строевой Су-33 из состава корабельного авиаполка, прошедший ремонт и модернизацию без комплекса Гефест и без сирийского опыта, но участвовавший в дальних походах Кузнецова в Атлантическом океане и в Средиземном море. Сегодня он имеет новый яркий камуфляж и регистрационный номер нового образца, но мы будем делать его по состоянию на 2003 год, когда он прошел ремонт и модернизацию. Ну что, с прототипом определились. Су-33, борт 80 красный, вторая эскадрилья 297-го отдельного корабельного истребительного авиаполка морской авиации Военно-морского флота России, 2003 год. Поехали! Не пугайтесь, собирать мы будем не эту модель середины 90-х, но именно она была первой. Сначала называлась Су-27К, а потом Су-33. ГАК крепился просто к обычной модели Су-27, и ПГО крепилась вот такими двумя прекрасными нашлепками. Ну и теперь наша модель. Прекрасная графика от Андрея Жирнова, и как раз борт 80 изображен на коробке. Отличная инструкция, все очень подробно. Можно сделать варианты со сложенным крылом, различные варианты механизации, и есть два варианта окраски. 67-й борт, как раз который упал в море в 2016 году, и наш борт 80. Отличная подробная декаль, очень хорошего качества, с множеством технической информации. Я думаю, будет приятно с ней работать. В самой коробке неожиданностей нет, все очень плотненько упаковано. Есть фигурка пилота, но я традиционно делаю все модели в закрытом состоянии на стоянке. Распаковываем коробку. Несмотря на плотную упаковку, все детали ровненькие, ничего нигде не искривилось. Прозрачные детали очень хорошего качества и тоже в отличном состоянии. Единственное, есть небольшая шагрень на некоторых элементах, вот в частности на нижней поверхности. Будем ее, конечно же, устранять. Но выглядит все вполне пристойно. Из дополнений будем использовать металлический ПВД от Arma. Маски я выбрал от КАВ, у них ОЛС очень хорошо закрывается. Шикарнейший интерьер от Quinta Studio, это 3D декали, и целый вагон аксессуаров от Temp Models. Это и сопла реактивного двигателя, и колеса шасси. Обратите внимание, они разные для 3D стоек и для обычных. Контейнеры РЭП сорбция и набор датчиков и антенн. Поехали!
Первым делом собираем ниши шасси. Вот так вот они хорошо достаточно становятся. И дальше приступаем к кабине. Чтобы у нас корректно встали 3D-декали от квинты, нам нужно немножко поработать с рельефом спинки сиденья. Удаляем вот здесь вот излишки для того, чтобы сиденье получилось практически ровным. Ниши шасси я решил брать стандартные, хотя у Temp Models есть супер детализованные смоляные. Створки шасси все неплохие. Единственное, створку носовой опоры нужно немножко доработать. Здесь расточить, а вот тут вот подшпаклевать. Ревитором вот так вот накатываем немножечко клепку на вот эту поверхность за спинкой кресла пилота, потому что деталь будет очень видимая снаружи. И немножечко доработать пришлось воздушный тормоз, потому что поверхность у него в каких-то небольших утяжных, но мы это дело выравниваем. Мотогондолы собираются без всяких проблем, никакой шпаклевки нам здесь не потребуется, собираемость у набора и вообще стыкуемость очень неплохая, поэтому используем просто сверхтекучий клей и все собираем. Окрашиваем интерьер в традиционный для семейства Су-27 цвет и этим же цветом красим все, что у нас будет под фонарем. Дальше вот таким красным специальным красим не только внутренние поверхности створок, но и ниши основных стоек шасси полностью. Су-33 единственный самолет, у которых полностью этим цветом покрашены ниши основных стоек шасси. Кресло пилота красим таким черно-серым цветом, почти черным, но не совсем, а совсем-совсем черным цветом матовым. Красим поверхность, куда у нас будет крепиться ИЛС. Здесь у нас должно быть действительно все черное. Дальше немножко оживляем РУС, ручку управления самолетом, рисуем небольшие такие кнопочки, ориентируясь, конечно же, по фотографиям. Также немножко оживляем внутренность ниш шасси, прорисовываем гидравлику, электрику и намертво вклеиваем нишу в фюзеляж. Это нужно обязательно сделать очень надежно, потому что потом это исправить будет невозможно. Дальше интерьер от Quinta Studio. На первый взгляд как бы обычные декали, но, во-первых, они объемные, а во-вторых, у нас какие-то поверхности бликуют, какие-то поверхности матовые. Все очень-очень точно воссоздано. В качестве клея можно использовать специальный клей от Quinta Studio или клей ПВА, но я здесь использовал обычный матовый лак. Технология точно такая же. Вымачиваем элемент в воде, отделяем подложку, устанавливаем на клей и дальше выравниваем, прежде чем дать хорошо подсохнуть. Детализация очень классная и рельеф действительно очень сильно оживляет интерьер. Точно так же устанавливаем на место приборную доску. Опять же, очень точно позиционируем, прежде чем дать хорошо высохнуть. Вот такая у нас получается кабина, на мой взгляд, просто заглядение, потому что все объемно, рельефно, красиво, точно и при этом очень просто в сборке. Всячески рекомендую. Устанавливаем кабину в фюзеляж и пока она сохнет, немножко анимируем нижнюю, самую недетализированную поверхность ниш шасси. Линзу ИЛС мы имитируем при помощи сначала белого фона, на который аккуратно тоненьким слоем наносим смесь из лаков желтого и зеленого. Получается достаточно реалистично. Сам козырек ИЛС, конечно, лучше брать из фототравления, если оно есть. У меня его под рукой не оказалось, поэтому из обычного пластика тоненького вместо штатного я сделал вот такой ИЛС. Кабина получилась вполне достойной. На ниши шасси можно сразу наносить смывку, потому что потом мы будем ниши закрывать, и, конечно же, потом доступ туда будет все труднее, особенно если это ниши основных стоек шасси. Дальше соединяем две половинки фюзеляжа, крепко прижимаем при помощи зажимов, даем хорошо просохнуть, и потом крепим сюда же мотогондолы и даем всему этому делу, опять же, хорошо просохнуть. Остекление устанавливаем очень аккуратно, дозируя количество клея. Все должно быть пролито, но излишки недопустимы, иначе это будут капли внутри, которые будут пожирать прозрачные части. Потом аккуратно на точечке буквально клея, причем вдали от прозрачных деталей, устанавливаем основу для обтекателя ОЛС и сам ОЛС. А теперь приступаем к маскам. Маски от КВ мне очень нравятся тем, что они точные по геометрии. И еще здесь очень хороший клеевой слой. То есть он с одной стороны достаточно сильный, чтобы маска хорошо держалась, чтобы потом она не отклеилась, не было каких-то поддувов, когда не надо и куда не надо. С другой стороны, этот клеевой слой допускает несколько совершенно спокойных перепозиционирований, если что-то вы приклеили не так. Вот так обкладываем ОЛС. Это очень тоже удобно. А потом закрываем все, что маски не покрыли. Я для этого использую гибкие ленты и жидкие маски. Получается надежно. Тех, кто будет собирать вариант со сложенным крылом, порадует вот такой детализованный узел складывания крыла, но мы будем делать крыло в разложенном варианте. Очень хорошо все стыкуется, все встает на место прекрасно. И обратите внимание, ниши шасси мы закрываем родными же створками, но которые даны цельными для варианта в полете. Это очень удобно.
А дальше займемся механизацией крыла. Если заднюю кромку здесь можно сделать отклоненной, то переднюю придется жестоко отпиливать при помощи скрайберов. Сначала тоненьким скрайбером, потом более мощным и более толстым. Аккуратно отделяем носки крыла, и на фюзеляже, и на отъемных частях крыла. Главное, делайте все это очень осторожно, потому что не должно быть никаких вырванных кусков. Ну а дальше делаем небольшое такое смещение между флаперонами и закрылками. Будет более реалистично выглядеть. Здесь, конечно, прям напрашивается углубление линии расшивки, что мы и делаем для того, чтобы у нас более реалистично смотрелась механизация крыла. На внутренней поверхности здесь можно просверлить так, ну или обозначить немножечко 3 отверстия, которые я заметил на фотографии, ну для того, чтобы стружка не оставалась. Все это сверхтекучим клеем промакиваем, получается достаточно красиво. Дальше всю эту механизацию будем собирать. Сначала устанавливаем внутреннюю секцию закрылков. Ориентируйтесь по фотографиям в стояночном положении, тогда все углы у вас будут правильные. Теперь устанавливаем внешнюю секцию закрылков и флапероны и заполняем щель между носком крыла, которая у нас появилась, когда мы его скрайбером отпиливали. Еще важно правильно установить стабилизатор. Он должен быть максимально на пикирование в стояночном положении, а в модели он дан с углом 0. Поэтому сначала его приклейте так, чтобы угол можно было менять, а уже потом зафиксируйте этот угол и хорошо подождите, пока он в таком положении засохнет. Переднее горизонтальное оперение, наоборот, должно быть чуть-чуть отклонено на кабрирование. Это тоже важно отразить. Поскольку стабилизатор мы модифицировали, теперь придется модифицировать и киль, потому что привод стабилизатора, самого стабилизатора у нас теперь не касается. Делаем так. Во-первых, аккуратно откусываем этот привод, приклеиваем к нему эквивалентной толщины кусочек пластика и дальше откусываем его вот так вот под углом. Дальше обрабатываем все это дело аккуратненько и получаем вот такую деталь, которую мы спокойненько устанавливаем на место, и у нас получается привод стабилизатора отклонен на нужный угол. Имитируем отверстие у основания килей, с одной стороны одинарное, с другой двойное, и ставим кили на место, строго параллельно. Теперь переходим к соплам. Классная упаковка жесткая, все приезжает в сохранности, понятная абсолютно и цветная инструкция, тоже все ясно. Здесь единственное важно правильно использовать инструмент. Что-то удобнее вот так вот откусывать, а для ажурных таких вещей, конечно же, нужна пилка. Купите какую-нибудь тоненькую пилку для пластика. Дальше все немножечко обрабатываем на наждачной бумаге и устанавливаем детали на место. Получается очень красиво. Теперь берем контейнеры сорбция. Это именно вариант для Су-33, а точнее для Т10К5, который выставлялся на Максе, из которого делалась мастер-модель. Серийные варианты еще чуть-чуть, совсем незначительно отличаются. Вооружение мы тоже берем от Temp Models. Ракеты прекрасные, с отличной декалью и шикарным качеством исполнения, с очень-очень тоненькими стенками. Все это, конечно, очень воодушевляет. И обратите внимание, что для всех ракет есть колпачки. Их можно при желании поставить. Ну и гвоздь программы — это новейшие 3D-печатные стойки шасси, которые только-только появились в продаже. У меня опытный образец, предсерийный, за что ребятам из Temp Models большое спасибо. Поначалу я боялся к ним притрагиваться, все эти поддержки, все это казалось очень хрупким, но на самом деле, используя правильный инструмент, все это отделяется достаточно легко, и стойки остаются в целости и невредимости. Кстати, они армированы металлическими прутьями, то есть они мощные, никуда не поплывут со временем. Моделька у нас готова для переезда в окрасочную камеру. Грунтовку я на сей раз решил использовать вот такую шлифуемую с отвердителем. Она мне очень понравилась, потому что, во-первых, она очень мелкозернистая, во-вторых, поверхность получается твердая и очень легко обрабатывается. По крайней мере, она не забивает наждачную бумагу. Покрываем ей аккуратно всю модель, для того, чтобы выявить какие-то косяки где-то и, конечно же, их сразу поправить. После того, как все мы поправили, у нас получается хорошая, красивая, ровная поверхность, которую можно покрывать пришейдингом. Пришейдинг мы будем здесь использовать в несколько слоев. После каждого слоя краски мы будем его обновлять. Но сначала перед первым слоем основного цвета покрываем всю поверхность самолета и сверху, и снизу. И теперь наносим основной цвет очень жидко разбавленной краской, примерно 50 на 50 с разбавителем, для того, чтобы пришейдинг чуть-чуть проступал через основной цвет. Здесь, конечно, важно не только его целиком не залить, для того, чтобы он не проступал вообще, тогда зачем было его делать, но и наоборот не оставлять его слишком явным, потому что очень много моделей я видел, где пришейдинг делается по сути ради пришейдинга, выглядит достаточно нереалистично. Здесь будем пытаться сделать его аккуратным, еле-еле проступающим. А теперь вооружаемся ножницами, пинцетом, ножом и большим количеством
малярного скотча. И еще большим, конечно, количеством терпения, потому что делать вручную камуфляжные маски — это очень долго и очень муторно. С другой стороны, выхода пока особенного я не вижу, потому что в продаже я не видел наборов масок камуфляжных для Су-33, хотя такой продукт имел бы большой смысл, потому что у части бортов Су-33, включая и борт 80, резкий переход цветов, то есть по маскам его накрашивать было бы здорово. А пока приходится все делать самому, вот так вот обновляем пришейдинг, один цвет, второй цвет, и пятна, конечно, должны быть у нас с ровной границей, и ни в коем случае не должно быть никаких поддувов под маски. С другой стороны, если какие-то поддувы все-таки произошли, подкрасить это тоже особой проблемы не представляет. Ну, а самое главное, что после всех этих мучений нас радует результат. Вот такой получается камуфляж. Кстати, все три цвета у Акана взяты с заводских образцов красок, то есть эти цвета достоверные. Многие говорят, что темный цвет, он слишком темный. Я тоже считаю, что он немножко темноват. Видимо, это цвет для совсем новых машин, поэтому его вот так высветляем основным цветом. Теперь переходим к металликам и переходим к двигателям. Они у всего семейства Су-27 очень красивые и очень сложные в исполнении, но попытаться стоит. По крайней мере, для начала защищаем все хорошо при помощи малярного скотча, наш выстраданный камуфляж, чтобы ни в коем случае не пострадал, а сами металлики будем с ними экспериментировать. Вот такими, например, колбасочками из блютака можно делать такую решетку, сквозь которую мы будем чуть-чуть немножко разбавлять основной цвет. Это будет нам их хорошо достаточно анимировать, эти двигатели, потому что выглядеть будет все не так плоско и не так однородно. Снимаем блютак, немножечко вот такую делаем сеточку из малярного скотча. Короче, вариантов очень много, экспериментируйте. Теми же самыми металликами покрываем панель жаропрочную около среза пушки, покрываем в основной цвет сопла и покрываем жаропрочные панели внизу стабилизатора, который тоже у Су-33 есть. Сопла мы тоже вот так вот анимируем для того, чтобы они чуть-чуть у нас контрастно выглядели. Но ключевое слово чуть-чуть, совсем попугайскую какую-то резкость тут наводить не нужно. Игра должна быть в нюансах, поэтому экспериментируйте с масками, экспериментируйте с различными цветами, смешивайте их на глаз. Где-то переходы должны быть резкие, где-то они должны быть плавные, где-то симметричные, где-то асимметричные. В общем, экспериментируйте, все делайте на глаз и не забывайте, что у нас еще будут эффекты. У нас еще будет побежалость металла, которую можно будет нанести потом. Лючки мне удобнее накрашивать кистью, кому-то это удобно делать через трафарет, смотрите, как кому удобнее. Опять же, главное, чтобы это не было слишком контрастно, иначе это будет слишком бросаться в глаза и будет смотреться нереалистично. Радиопрозрачные поверхности делаем при помощи вот такого самодельного трафарета из малярного скотча, и опять же сверяйтесь по фотографии, потому что в инструкциях либо эти детали слишком мелкие, о них забывают, либо просто ошибаются, только по фотографии вы поймете, что и где действительно нужно покрасить в какой цвет. Вооружение тоже красим белым, предварительно темным, покрасив рули оперения. И дальше переходим к носовому конусу. Опять же, накрашиваем его очень аккуратненько, потому что это одна из самых видимых и заметных частей модели. Все должно быть у нас равномерно, чисто и красиво. Снимаем потихонечку маски. Все у нас получается аккуратно. Если что-то у нас получается неаккуратно, никакой проблемы нет докрасить это все. Снимаем вот такой вот малярный скотч, гибкий, очень удобный для как раз конусообразных всяких поверхностей. И получается у нас все ровненько. Колеса у нас предварительно были окрашены черно-серым цветом, новая резина. И теперь через маски аккуратненько накрашиваем диски специальным зеленым цветом. Получилось очень ровненько. Теперь ставим небольшие такие красные меточки на каждом колесе и подкрашиваем зеленые диски, которые у нас являются частью 3D-печатных стоек. Теперь остались последние штрихи для окраски металликом. Это узлы складывания крыла и небольшие такие решеточки на носовой части фюзеляжа. Здесь опять же очень важно, конечно, не запоганить камуфляж, поэтому маски должны прилегать очень плотно и лучше использовать широкую маскировочную ленту для того, чтобы точно, гарантированно ничего у нас никуда не попало. А такой самодельный трафаретик можно использовать один для накрашивания сразу нескольких решеток. Тем же серым цветом накрашиваем поверхность, которая у нас образуется, когда носки крыла отклонены вниз, и переходим к деталировке стоек шасси. С учетом шикарной детализации и, самое главное, очень удобного рельефа, в принципе, детализировать эти стойки не так-то и сложно. Самое главное — использовать в работе тонкие кисти и не торопиться. Если все получается как надо, то стойки будут просто оживать на глазах. Опять же, сверяйтесь по фотографиям, смотрите, что можете анимировать, и пробуйте. Для штоков амортизаторов я использую вот такой вот новый хром от Akan, водорастворимый, очень удобный, быстро сохнет
и очень глянцевая у него поверхность получается. А дальше светофор, так называемый, система ОЗП, огни захода на посадку, которые на самом деле информируют персонал корабля о том, какой угол атаки у заходящего на посадку Су-33. Вот так вот при помощи зеленого в центре, красного внизу и оранжевого цвета вверху у нас получается вот такой вот светофорчик. Останется просто добавить посадочные огни, будет классная носовая стойка. Все стойки мы сразу же покрываем смывкой для того, чтобы они у нас еще больше приобрели рельефа. Вот такая получается красота. Дальше крепим пилоны, причем удобно это делать именно вот таким клеем, потому что он хоть и сверхтекучий, но он не мега агрессивный, он краску не жрет. Сопло у ракеты Р-27ЭР короткое, и это заметили у меня в группе ВКонтакте, я сначала сделал неправильно, спасибо, что поправили. Снимаем временные створки шасси для того, чтобы установить туда стойки. Мне потребовалась небольшая доработка для того, чтобы они встали точно по месту, но у меня был прототип. Те стойки, которые сейчас в продаже, полностью адаптированы под модель от Звезды. Никакой доработки не потребуется, просто ставите их сразу на цианоакрилатный клей, то есть на суперклей. На него же крепим и колеса, и успеваем вовремя их поставить аккуратно, то есть вертикально, ровно. Дальше закрепляем спиртовой бачок на створке носовой опоры шасси и сразу же правильно, под правильным углом, опять же ориентируясь по фотографиям или чертежам, ставим приемник воздушного давления. Поскольку металлики у нас полуматовые, то сопла можно сразу же покрыть вот этими побежалостями при помощи такого набора. Очень удобно, и опять же можно все это сделать на всех капотах, на всех жаропрочных накладках сразу, еще до того, как мы модель покрыли лаком. Именно так мы и делаем, и действительно здесь стараемся проявить аккуратность, чтобы слишком напомаженно это все не выглядело. Ставим потом сопла на место и к нашему спиртовому бачку уже проводим небольшую проводку самодельную из проволоки. Первый слой лака — это, конечно, лак глянцевый, потому что с ним мы будем работать с декалями. Декалей у нас великое множество, и все они классного качества, и декали от вооружения, и декали от самой модели. Все они здорово скользят, хорошо привариваются. Опять же, старайтесь ориентироваться по фотографии, потому что в инструкции нередко встречаются ошибки, а по фотографиям вы точно не ошибетесь. После установки всех декалей покрываем модель еще раз глянцевым лаком и наносим смывку. Все линии расшивки вот так аккуратненько проходимся специальной жидкостью для того, чтобы они у нас заиграли. Не стоит бояться, что что-то у вас въестся куда-то, эта смывка въестся в краску. Если модель покрыта глянцевым лаком, ничего никуда не въестся, и все излишки можно будет аккуратно удалить. Ну а после этого можно покрыть модель финишным матовым лаком, на который мы уже наносим вот такие эффекты вроде потеков гидравлической жидкости. Мы делаем борт сразу же после ремонта, поэтому таких потеков у нас немного. Есть они, конечно же, всегда, но их небольшое количество, и они не должны сильно портить внешний вид. Самолет у нас все-таки красавец. Дальше при помощи хрома вот так вот аккуратненько прорисовываем отражатели фар и потом закрываем их глянцевым прозрачным лаком. Кстати, мне подсказали, что результат будет еще лучше, если использовать специальный клей для стекла, который отверждается при помощи ультрафиолета. Потом попробую, выложу результат в группе. ОЛС устанавливаем прямо на прозрачный лак и снимаем маски. Операция очень ответственная. Всегда хочется верить, что ничего никуда не затекло, ничего никуда не задуло. И ура, на этот раз вышло абсолютно чистенько. Результатом я очень доволен. А еще радует, что в этот раз не пришлось использовать футуру или какие-то еще лаки, просто само остекление у модели получилось чистенькое и красивое. Осталось совсем чуть-чуть, бортовые аэронавигационные огни, слева красный, справа зеленый, установка на место вооружения и датчики и антенны от Tap Models. Тоже классный набор, самое главное здесь ничего не потерять, потому что детали очень-очень мелкие, но установленные правильно, выглядят они совершенно здорово. И тоненько, и аккуратно, и масштабно. Самое главное попасть вот так вот точно по месту. Все, попали. А на десерт у нас съемники статического электричества. Аккуратненько их крепим на модель, стараясь опять же не потерять, и модель готова. Вот такая получилась история и вот такая получилась модель. Увидеть живьем Су-33, если вы, конечно, не живете в Североморске, это большая удача. На публике этот красавец появляется редко, в авиасалонах, выставках и парадах не участвует, и в авиационных музеях его тоже не встретишь. Зато ему есть два памятника. Первый на территории завода в Комсомольске-на-Амуре, где были построены все Су-33. Судя по всему, это последний выпущенный комплектный самолет, который так и не передали заказчику.
память о Тимуре Апакидзе на него нанесли его портрет и бортовой номер 70. А второй памятник — это предсерийный Т-10К-5 в сквере ОКБ Сухого в Москве. Рядом с другими эпохальными самолетами фирмы Су-7-17, Су-24, Су-25 и, конечно, Су-27. Мы обязательно продолжим знакомство с семейством Су-27, но в следующий раз поговорим о самолете другого прославленного КБ, тяжелом перехватчике МиГ-31БМ. Его модель от фирмы Трампитер я уже начал строить. Подписывайтесь здесь и в группе ВКонтакте, чтобы следить за обновлениями. До новых встреч!